Здоров, всем привет. Ну что, продолжаем код Веронику. Так, значит, дошел я до музыкальной шкатулки, загадку эту решил. Но впереди там у нас по коридору идет два хватающих тебя ебаки. Мы к ним пока не пойдем, потому что у меня тут реально вот здоровье на один удар. Посмотрим, что там можно сделать до того. Так, в инвентаре у нас есть эмблема и есть карточка. Стой. Давай попробуем совместить. О, слушай, мы таким макаром, короче говоря, сэкономим в инвентаре одно место. Ладно, ок, поехали. Долго тетя будет бежать, к сожалению, но ничего не поделаешь. Не наткнуться бы сейчас на кого. Макс. ГХБТТН. Привет. Макс. Привет. Закрытый. Изображение серебряного герба. Так, давай попробуем его сюда приладить. Это пластмассовый орел. Нет. Вот сюда. Нет. Не сюда орла надо применять. Хреново, что хилов вообще нету. Ну, голимый сервачок. Все как мы любим. Так, где бы тут что взять и похилиться? Не сюда. Надо куда-то этот герб приладить. Вспомнить бы куда. Макс Лонг. Новая серия. Код ужаса перитонита Куар. Ну да. У нее снова проблемы с этим, с селезенкой. Блин, вспомнить Макс надо. Лонг. Ходит за бочину, держится. Надо, короче, блин, вспомнить, куда можно приладить вот этот герб. И откуда я пришел. Так. Там где-то развилка такая должна быть. Волшебная. Стой. Надо вперед идти. Там где-то, короче, по-моему, возле лаборатории, что ли. Что-то такое. Мне реально один удар остался. Печалька. Давай туда, вернемся назад. Может, я где-то что-то пропустил. По-моему, там где лифт. Игра любит гонять по локациям. Причем нам потом вообще в самое начало придется идти. Рычагу. Двигаем на рычагу. Вот точно, блин, ну ни хилов, ни хера нету. Это прям беда. Поднимаемся наверх. Надеюсь, сейчас никакая падла не выскочит, потому что что-то не очень хочется ни с кем сталкиваться. С такими-то проблемами с перитонитом. Печалька. Ну, надеюсь, что-нибудь найдется. Так. Сообразить бы. Где?
у нас что-то... Ничего, картины не работают. Здесь тоже. Короче, я сейчас тупо вспоминаю локации. Бля, наверное, кривучее это управление, это жопа, конечно. С таким управлением тяжело просто даже от врагов убегать. Так, это у нас там. Угу. Но нам вперед. Блять. Ёбаный в рот. Вот это попадос. Два чувака там вообще не кстати. Здорово, Сварм. Проблема в том, что они атакуют прямо с этого. Ну, с любой точки поля, в принципе. И вот один удар такой сучары прицельный. Это все, я покойник. А тут их два вообще. Хоть бы патроны дали какие, я не знаю. Сука, они, бля, лезут и лезут. Прям со всех сторон. Так, вот это говно у нас как-то работает. Панель управления. Не хватает рычага, твою же мать. Назад тогда что? Сука, опять через мост бежать. Это печально. Каждый угол, блядь. Все углы подшивал. Она застревает в любых, блядь, точках вообще. Так, там ходов никаких. Сейчас надо как-то между этих двух уебанов проскользнуть. Один не попал, хорошечно. Второй не попал, отлично. Пошли вы в очко. С ними биться не вариант сейчас. Там или гранатомет нужен, или что-то такое, потому что на каждого где-то по 10 выстрелов. Кстати, вот тут вот сундучок подозрительный какой-то. Нет, не то. На каждого по выстрелов 10 уходит. Это овер дохуя как бы. Значит, что, в замок надо обратно шарашить. Хотя, подожди. Там где мыши летучие. Нечем, все пустое. Слишком халатно я к хилам отнесся в этой части. Обычно постоянно спреи, какие-то траву я постоянно берегу, а тут что-то решил, блядь, хуйца подзабить. Вот тебе и пожалуйста. Так, там у нас мыши. Поэтому аккуратненько. Совершенно не деформируясь. Я вот не помню, эта хрень у нас двигается или нет. Угу, мыши пропали. Я их тут не вижу. Вот сюда нам нужно вставить 3 эмблемы. Нажать. Да хули, он не работает. Надо 3 эмблемы. Одна у меня есть. Остальных 2 как бы хуй. Вот это что такое? Понятно? Не работает. Надо обратно в замок идти. Надо вспоминать вот эту вот развилку, куда можно вставить герб. Там получается ход на 2 части. И, по-моему, если я не ошибаюсь, какой-то то ли... То ли статуя какая-то стоит, то ли что-то в этом роде, блин, я не помню. Кстати, вот там вот как поворачиваешься, вот здесь вот герб какой-то. Нет, это не работает. Ладно. Реально один удар.
Сейчас какая-нибудь гнида меня долбанет из-за угла, и все, я труп. У меня есть лишняя карточка и есть герб. Куда-то надо запихать это все дело. Скорее всего, там, где я червя мочил. Там получается короткий ход. Да. Что-то такое припоминаю. Короткий ход, лифт. Подвал. Там в подвале, по-моему, у нас есть момент. Я помню, там, где лежит гранатомет за решеткой. Вот как его взять только? Ну, что ты бегаешь по одним и тем же локациям, у тебя добавляют врагов, но не дают больше патронов. Ты фактически скоро пустой будешь бежать. Так, ну... Бля, кстати, и там ебаки же тоже. Дают по два мудака, которые тебя лупят на очень больших расстояниях. Вот такие вот. Однорукие вот эти клоуны, блядь. Вот о чем я и говорил. Понятно. Надо как-то отбегать. Так, давай. Угу. Стрелять я в них не могу. Блять, ну чё, вы издеваетесь? Ты только входишь, только заходишь. Со лестницы ты стрелять не можешь. На вот этой приступочке тоже никак. Блять. Задачка. О, уже лучше. Нет, не лучше. Твою же мать. Нет, не дадут они мне пройти. Загрузимся тогда, где хотя бы у меня больше, чем, блядь, один удар. Суарм. Эх. Так. Макс Ланг. Он на нее дыхнул, она и померла. Да, потому что, ну, блин, с одним ударом вообще не вариант бегать. Я вот не помню, с меня загрузили с того момента, где я шкатулку эту сратую взломал или нет. О, да нет. Так, что есть? Есть герб. Давай, в принципе, отсюда. Как раз мне в этот участок и надо было. Сейчас будем смотреть, где тут что можно сделать. Шкатулка тогда после. Примерно меня вернули где-то минут на 30-40 назад. Так, вот этот вот пидомальчик сидит, да. Он никак не реагирует у нас. Здесь тоже как бы барсик. Чтобы этот лифт поднять, нужна какая-то или батарея, или что-то такое.
Так, давай попробуем вот выйти отсюда. Блять, мудила ты сраная. Он батю своего завалил и сидит в грехах, кается. Перед трупом. Смазливый уебашка. Ага. Все понятно. Проблема этой комнатухи сраной, то что на тебя, как ты только заходишь, бросаются сразу же две собаки. Причем они с такой скоростью летят, то что ты даже не успеваешь нормально зарядиться. Так, пистолет. Сразу же заряжаемся. Пойдем с собаками воевать. Что там они меня ебнули? Внимание, короче, да? Ок, я понял. Давай. Бляди ебаные, они летят только со всех сторон. Все, раскидал? Нет. До свидули. Блять, опять нахуй эта хуета. Их надо как-то в кучу собрать. Поэтому, как только выходим, сразу же бежать. Поворачиваемся. Вторая. Уже лучше. Причем это работает. Херня, короче, когда ты... О. Странные манипуляции надо делать. Стреляешь сначала вниз, и потом во время стрельбы кнопку вниз прожимаешь. Сначала прямо стреляешь, потом кнопку вниз во время стрельбы прожимаешь. И тогда только она попадает в эту псину. Ну, в принципе, уже хорошо тем, то, что я в них попал, и урона они мне не нанесли. Так, 200 стрел, по идее. Давай-ка совмещаем, экономим место в инвентаре. Пушки хрен с ним, в принципе, когда ты пушки вставляешь, ты можешь переместиться в другую часть особняка. Это как бы сейчас пока рано делать, там как раз загадка со шкатулкой. Номер у меня записан, так что это все быстро решится. Надо, короче, смотреть. Открыл дверь. Да, где-то вот здесь эта развилка. По-моему. Там два ебаки с другой стороны. Тут ты входишь в особняк. Вот здесь, по-моему, карточку можно применить. Вот эту вот. Ну-ка, ну-ка. Здесь, по-моему, тоже какой-то народец в коридорах находится. Вот. Я их травмирую совместно. Тихо, давай. Блять, не успел. Ну-ка, сильно дернула меня. Да нет, слушай, не засчитали особо. Кажется, не засчитали. Да, нашел я наконец-то эту развилку.
Мы сейчас вот сюда этот герб запихаем. На синей пластине видна выемка. Вот сюда мы это дело вставляем. Угу. Еще какая-то карточка. Я, блядь, предыдущую не использовал. Ну, ок, допустим. Я так понимаю, эта синяя карточка у нас открывает все синие двери, которые были с решетками. Давай смотрим, что у нас за вообще вот этой дверью. Свармп. В банк сходи обналичь. Кредит возьми еще, да? Так, устройство серебрик с электронным замком. Применить карточка. Ну, какая-то карточка, окей. Ага, это я, получается, с обратки зашел. Там у нас комната сохранений. Узихи с той стороны я уже взял. И баку размотал. Так, давай-ка мы, наверное, выложим вот это вот бесполезную пижню. Пистолеты тоже не нужны, в принципе, сейчас. Да и все. Все равно надо назад идти. Наверное. Я запутался. Дверь закрыта. Нельзя открыть. Хорошо. Значит, в любом случае идем назад. Назад туда, где был лифт у нас. Где я, в принципе, только недавно очухался. С помощью лифта можно перемещаться по подвалу и забраться на второй этаж. И оттуда уже в подвале там заюзать гранатомет. Причем примерно это только где-то четверть, что ли, игры, если я не ошибаюсь. Там потом еще из-за брательника ее надо будет поломать. За смазливого этого уебана. Еще там куда-то в Антарктику надо перемещаться. Короче, жесть. Это очень длинная игра. Так, вот тут у нас что? По-моему, какая-то комната охраны, да, по-моему, я тут был. Давай назад. Там, в принципе, стой. Серебристые, камеры не завершена. Я понял. Это никак пока не открыть. Там потому что вентиляция, короче, какая-то не работает, то ли что-то такое. Ну вот сюда тогда двигаем. В принципе, хорошо то, что я здесь червя завалил. Он бы мне не дал тут спокойно перемещаться. Так, давай назад. Назад, где сидит пацан. Потом заходишь на первый этаж. О, пацана уже нету. Он уже, короче, нарезал куда-то. Батя схватил и сквозанул. Хоронить, наверное, пошел он. Совковой лопаткой. Ну, точнее, это, ну, как детской лопаткой писает, для песка закапывает, наверное. Так, вот он лифт. Давай. Сейчас двигаем вниз. Давай с самого низа будем проверять, что можно делать с помощью этой синей карточки. Там какая-то перня тоже, типа лестницы, но ее походу не опустить никак. Никто не нападает? Спасибо, блядь, и на это. Так.
Вот здесь первая карточка. Она ее видит отсюда. За решетку устройство карточек. Давай попробуем, не двигаясь, использовать. Никак. Значит, с другой стороны надо это юзать. Давай тогда обходим. Ну, в одном месте я точно знаю, где ее можно сейчас запекучить. Вот тут. Кстати, тут эти, как его, гранаты, выстрелы, патроны, короче. 6 гранат дали. Ну а здесь, наверное, великий гранатомет. Да, вот он лежит. Иди-ка сюда. А, блядь, пока нацелишься, а. Вот, наконец. Карточка, применяй. Берем стрелялку. Малялка. Гранатомет. 12 выстрелов, слушай. А можно его еще раз зарядить? Да, 12. Слушай. А сколько тогда максимально? Наверное 12 есть максимальный разряд. Потому что во всех частях как бы она не очень часто, точнее не очень много зарядов вмещалось в этот гранатомет. Заебись. Только заходишь сразу подальше, да вы издеваетесь. Охуенно. Так, ну я понял, где я нахожусь. И мне сюда явно пока не надо. Что это такое? Стрелы. Да, не надо. Короче, в жопу это помещение. Ничего тут интересного нету. Угу. Тут бы, блин, для гранатомета забрать, но там, наверное, отмычка нужна. Если она пиздит про простой замок. Ага, я даже тут еще не был, типа. Часть пистолета не подойдет, понятно. А, как вовремя. 36 патронов всего осталось. Так-то. Когда она пиздит про простой замок, это значит то, что ей отмычка нужна. Добрый день. Здорово, Вольфот. Давай, короче, тогда отсюда мы топим. Блядь, куда же? Может, типа назад вернуться? Есть ли резон? Да, вот это место, короче. Вот это место, где я уже сюда заходил, там уебахи 2 штуки ходят. Только с другой стороны. Со стороны контейнеров я сейчас тут появился. Тупиковая херня. Тогда тут что? Тут только лифт, короче. Если я был в подвале, то да, соответственно, мне на второй лучше. Посмотрим, что на втором можно сделать. Бля, тут ни дверей, ничего нету. Надо как-то с обратной стороны вон той вот решетки подойти. С обраточки. Да, блядь. Кривая Мандашвили. А с другой стороны решетки. Так, стой, ну-ка тут. Никак. Морду посмотрим. Патрошки для пистолета, это хорошечно. Это пригодится.
Так, если я еду на середину, то получается я в особняке нахожусь. Давай на второй. А на втором там, по-моему, вообще просто ты возвращаешься, тупо заходишь в комнату. Нет, слушай. Погоди. Тут... По-моему, я сейчас должен оказаться в помещении, там, где пацан с батей сидел. Да. Тут ходить некуда, поэтому мы открываем только вот эту дверь. Так. Ну слушай, хорошая карточка. Она прям, я смотрю, почти все двери открывает. Здрасте, Настя. Ну этот чувак пока что не встанет, это точно. Но он встанет в другой момент. Когда, скорее всего, я отсюда буду выходить. Компухтер. Большой, красивый. Давай. Альбиноид. Дескриптион. Ну, что-то противирус, типа саламандра, что-то там совокупление разных видов, там нормальный какой-то андроид, альбинос какой-то. У него, кстати, на спине вагина, походу. Или на брюхе. На лицехватов, кстати, похоже, только у лицехватов, если бы оторвали ручки, точнее, все вот эти вот, с помощью которых они перемещаются, и вставили детские вот эти вот ласты, тогда он бы был похож на саламандр. Ладно, что тут все понятно. Все понятно, то что тут описание монстров идет. Отсюда можно вводить различные команды. Я бы с удовольствием. О, тихо, тихо, тихо. Тут ракеты лежат. Ракеты — это хорошо. О, добро. Надо бы, кстати, пленку как-нибудь при возможности выложить. О, мы сейчас как похилимся. Даже еще останется. Сделал трава. Берем, сделал траву. Еще одну сделал траву. И одну мы, пожалуй, захомячим. А то что это она с перитонитом гоняет? Да, пользуем. Понятно. Ага, одной недостаточно. Придется две сожрать. То есть у тебя внимание тут еще на две этих, как его, на две подгруппы как-то делится. То есть есть внимание с более красным оттенком. Одну съедаешь, у тебя более желтый оттенок внимания. Вот гомики. Поэтому сожрем две травы. Вот, теперь ок. Все, шабаш. Так, что у нас тут еще? Какая-то, подожди, мы пока никакие кнопочки дергать не будем, рычажки не нажимаю. Смотрим, что взять можно. Надо не забывать про два зомбаря, которые валяются там. Эмблема ВС. Воздушных сил, я так понимаю. Там машинка нарисована. Давай смотрим ее. Зеленые у меня есть. Вот таких вот эмблем надо 3 штуки. Зеленая имеется. Красная я нашел. Синюю, когда мы найдем, хуй его знает. Шестиугольный камень. Джип изображен. Ладно. Так, пекарь. Пекарь на месте. А че не стоять-то? Ну это, видимо, еще попозже они немножко станут. Замок открыт. Пойдем, что? И туда зайдем. Какая разница? Все комнаты не облазишь, в Резидент не поиграешь. Ага. Угу. Это вот где я аж вылез. Ибаной.
Так, 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 а если назад я сейчас вернусь? Эти гаврики встанут? Хотя мне их особо резона мочить нету. Не, лежат, отдыхают. Ну, в очко, в принципе, их. Так, давай, наверное, скатаемся еще раз на первый этаж. Там, по идее, только комната сохранения, больше ни хрена нет. Но проверить стоит. И потом надо будет, получается, к шкатулке ебенить, решать там эту загадку. Ватсон. А, ну все правильно. Вроде как. Да, вот она комната. Да, сейчас к шкатулке надо их шарашить. Там у нас, получается, вылезает минимум 3 этих уебана с длинной рукой. Они чем-то бумеров напоминают, если кто помнит такую жвачку в 90-х. Там еще реклама была такая бум-бум-бум-бумер и так далее. Еще значки к этой жвачке прилагались. Там типа покупаешь одну жвачку и тебе такой пластиковый значок с этим уебаном в синем костюме дают. У меня было парочку таких значков. Сейчас получается, надо двигать на второй. В боксе особняк, там где у нас можно люгеры вставить. Хорошо, что люгеры я уже выложил. Валяется. Ну ладно. Лежат, бока себе отлеживают. Блять, не туда, ну твою же. Но она не прыгает, хуево. Да, получается, сейчас мы топим через собак. Вот сюда. Хрен знает сколько концовок игры, но знаю точно то, что чем быстрее ты, естественно, ее проходишь, чем меньше хилов ты юзаешь, тем лучше будет концовка. Так, все, я сориентировался, короче. Как раз те 2 уебанов я сейчас с гранатомета завалю, которые мне пройти мешали. Поэтому мы топим именно вот так. Вот так вот. Подожди. Вот это можно заюзать с помощью... Их не работает. Не, спасибо. Так. Сразу же пялим гранатомет. И вот так вот. Что-то достали меня уже эти двери постоянно. По-моему, вторая плойка действительно могла как бы и без этого говна загружаться. Ну, то есть не требовалось такие новшества. Оп, как тебе такое? А вот такое тебе как? А че она как-то россыпью стреляет? Дура что ли, блядь? Ближе надо. Такое себе, короче, этот гранатомет вообще. Пососная пизня.
Нет. Много гранат ушло. Давай-ка еще раз. Так дело не пойдет. Надо экономить. Блять, еще хуже. Давай, давай, давай. Пока они дергаются, у тебя, в принципе, есть время. Мочить этих клоунов. Все, по идее. 6 выстрелов. Ну, уже лучше. Приемлемо, так сказать. А че не стало подниматься-то? Тарарарам. Интересно, а зомби... да, зомби могут подниматься по этим, по ступенькам. Ну слушай, у них, значит, не совсем все плохо с интеллектом. Хоть какой-то остался. Назад. Еще назад. Резвый какой. Все. Подох? Подох. Там еще один. Да, есть такое. Вон там еще один ходит. Вон он, сучонок. Придется подождать его. Пока не спустится. Вон он. Пиздавает. Мужчина. Не хотите ли немного патронов? Все. Под скрипту скатился, как этот, как мешок с говном. Сказочные долбоебы, конечно. Так, вот здесь у нас что, ничего хорошего. Ну и ладно. Нам наверх. Но там наверху еще один. Что у нас по патронам? 13. Наверху еще один гаврик ходит. Прямо возле картин. Я тогда случайно, мне повезло на его роготину не нарваться. Причем отсюда, с этого ракурса, его не видно. И даже не слышно, блядь, как он ходит. Но он вот за той колонной справа. Такие уебаны вообще. Ныкаются, блядь. Ну, это survival. Ты должен, типа, внезапность эффекта ловить. Во. А в прошлый раз он даже умудрился на меня рыгнуть. Все, слег. Ну и чудненько. Не грозанул, ничего. Разобрались. Давай дальше. Все хуйня, Миша, давай заново. Так, берем отсюда люгеры. Люгеры-хуюгеры. Эмблему можно выложить, она пока ни к чему. Люгеры я сейчас заюзаю. Пленка. Ну да, можно использовать, да выложить. Патронов мало, блядь, 20 штук всего. А я, блядь, я люгеры не взял. Люгеры. Золотые, красивые. Сейчас цыгане набегут. Да, применяем ленту. Ту-ту-ту-ту-ту. Че, ошибка создания файла? Ну отлично. Подожди. А давай на второй слот. Почему-то эмуль. Да, ништяк. Эмулятор отказывается сохранять
Вот уебан. О, прочитала. Со второго раза. Спасибо. Дворец. Склад. Ну все, барсик. Там и люгеры. Я вот не знаю, что вот этот за герметик какой-то или что там такое. Гермостатик. Что это за хрень? И куда его запихивать? На банку вазелина похож. Может, он пригодится в конце? Для финального босса? Смазать, так сказать. Закрытые, углубления, 2 пистолетов. Применямба. Закрыты. Ну, а че? Запихнулись. Замок открыт. Ну. Давай-ка мы сразу вот так вот сделаем. Потому что в прошлый раз мне пришлось от этого дятла убегать. И это тем самым я себе подставу, блядь, неминуемую замутил. Потому что он очень неудобный чувак. Он выпрыгивает потом с этого. А я перезарядиться хотел. Я хотел перезарядиться. Совмещаем. Вот он с этого окошка выпрыгивает и начинает это того самого. Читаем. Влево, вправо, влево, вправо, 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 вправо. Угу. Еще раз. Влево, вправо. Да, блин, у меня же записано. Сейчас, подожди секунду. О, 1971. По-моему, такой код. Надо к компьютеру, да, подойти. Компьютер. Сначала немножко порнушки надо глянуть. Кстати, вот этот ролик, по-моему, действительно про инцест. И садиста одного. А сначала стрекозек себе с жужжалки оторвал, а потом хотел с сестрой засосаться. Я думаю, это хозяин особняка в детстве. Только он на такое способен. Да, enter the password. 1. Блять, какая кнопонька тут чувствительная. 1971. Бля. Все. Та-дам! Вот, тут опять тоже брат с сестрой, блядь, мордами друг к другу, значит, они типа пытаются засосаться. Инцест. Чистой воды. Так. Да заебись, я через комп, конечно, его не прострелю. Все, лег. Сколько раз он меня долбанул? Как будто не засчитали. Swank.
Пуаро или Шерлокс? Это вопрос или утверждение? Шерлок мне поближе все-таки. Ну, Пуаро тоже прикольный. Я тут недавно пересматривал парочку сезонов. Такой дядька забавный. Только сквозняк мне, блядь, устроил-то. Мудло. Давай-ка еще разок, наверное, вот этот момент переиграем. А то труба какая-то. Так, он прыгает за стол и сразу же ебашит тебя. 2 выстрела на каждого клоуна. Ну, уже лучше. Сойдет. Шерлокс Холмс. Шерлок с Холмуза. Кстати, не слышно там, когда у нас Шерлок, эта новая часть выходит с этим Гай Ричи, с Робертом Дауни-младшим. Прикольные фильмы были. Да и с этим, как его, с Бенедиктом Камбербэтчем тоже забавно. Так, тут сейчас будет 2 уебахи. Тут надо внимательно. Фиг его знает. Оп, не достал. Гандон. Все, лежать, зырка. А второй. Они хорошо их отбрасывают, если в нужный момент в него выстрелить. Короче, на них нужно только гранатомет использовать. Я понял. Ах ты гнида драная. Оп. Нет, он все равно мне достал. Ёбаный урод. Нет, это пизда, это ваншот. Раз. 2. Короче, надо прям вплотную к этим клоунам подходить. Крипи Утон из АТЕ Лайн что-то обхер. Заебись русский с английским, когда буквы мешаются. Что это такое? Там какая-то пипка лежит. Не. Показал. Вот когда здесь стоишь, как будто что-то металлический какой-то предмет вот этот. В обломках. Нет? Нихуя. Ну ладно. Макс Ланд. Хорошая локализация. Да, просто замечательно. Они, короче говоря, там, где не подошли английские буквы, въебали букву «ы». И доебывай сам как хочешь. Половину перевели, половину не перевели. Вот это как вообще? Ну, типа, когда вот сейчас я к компу подходил, там по-английски все было. Интерфейс на русском. Нахуй так делать, я не понимаю. Переводить, так переводите все. Нет, так лучше нахуй браться вообще как бы. Так, я слышу мышей. Сначала мы гранатомет зарядим. Макс Ланд. Жри, что дали. Да. Так, ну мы же уже пошли как бы в очко. Главное во время, когда они присутствуют, короче, главное не бегать. Иначе тобі пизда. Закусают. Странно картина тут висит. Она как будто как отогнута. Но с ней ничего нельзя сделать. Ладно.
статуэточки какие-то. Их можно взять? Мраморный стол. На нем стоят статуэтки и картинки. Ничего интересного. Понятно. Я думал, там она может хотя бы статуэткой отмахиваться от... Да, ничего не взять. Ну, колбаску может взять? Да, понятно. Нихуя она не может. Бесполезный стол. Дверь, какая-то кукла вообще висит на стенках. Несколько страшных кукол. Возможно, сделаны по подобию их хозяев. Тогда уж правильнее написать было по подобию их хозяев, а не Ева. Это кто-то висит на ближнем плане, что ли? Смотри-ка, и эта картина тоже отодвинута. Тут либо кто-то повесился, либо просто какая-то скульптура в виде ноги, я не знаю, в платье. Как-то странные картины наклонены, как бы. Чтобы что, с пола на них смотреть, я не знаю. Зачем такой наклон жесткий делать? Разные книги, политика, литература, понятно. А тут то же самое. Значит, наверх. Либо наверх, либо в ту дверь красную. Давай, наверное, в дверь пойдем. Потом на второй. Она сразу уставилась куда-то. На всякий случай. Органчик лобает, кстати. С этим. С клавесином. Ну, имею в виду с пианино. Прям какая-то атмосфера костылевания. Какие-то доспехи. Похоже, они очень старые, ничего такого. О, там кто-то пиздует ко мне. А кто? Понятно кто. Блять, но у меня столько патронов-то реально не будет на них. Ой, я его не вижу. Надо экономить. Надо жестко экономить. Прямо вот. Блять, аж 2 раза долбанул. Слушай, а ему даже одного выстрела хватает. И у меня внимание. Еще раз. Так дело не пойдет. Надо, чтобы вообще идеально все было. Хиляться больше нечем. Блять, он так задевает. Он что, только самонаводящий ты какой-то? Пидреро. Главное, так его не слышно. Блять. Ваншот. Он когда тебя за маковку хватает, начинает трясти, то тебе сразу пиздец. О. Еще раз. Ёб твою мать. Да чего уебаны противные, слушай. Я ж попал в него, блядь, ну и... Видимо, засчитали тот момент, когда он уже руку заносил. Раньше его гранатомет их откидывал, а сейчас нихуя. Во, давай. Ну нормально вроде. Разок меня долбанул, но по мне урон особо не прошелся, но нормально. И так сойдет, как говорится. Переключаемся на стол, потому что 4 выстрела.
Это реально только двух, прицельно попав, двух гондонов можно замочить. Причем, наверное, со следующим уже придется пистолетом как-то обходиться. А это опять волна урона, блядь, и пиздец. Камин. Здесь есть довольно много дров. Я понял ваш намек. Любят они в резидентах каминчики пожечь. Я таким образом себе подсветил типа стрелы. А что, она до этого типа не могла их взять? Ну да, наверное. Раз тут добавилась такая механика. Совмещаем. Ну, вот прикольно то, что колчан отдельно с арбалетом таскать не надо. Все это дело плюсуется и охуительно место экономит. Ничего интересного. Так, давай-ка еще вот мы сюда подойдем. Вот сюда. Может она чуть-чуть узырит? Тоже нет. Я что, просто так камин зажег, что ли? Чтобы стрелы увидеть? Я их как бы и так видел. Ладно. Что это такое? Пленка. Да. Ничего интересного. Какой хаос! Хаос-то какой! Ладно. Тихо, 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 тихо. Не торопимся. Я про мышей забыл. Бля, криповые, кстати, тут картинки у них. Всякие дьяволы со стен торчат. Почему с подсвечником нельзя ходить? Как бы зип-то тоже нагревается. Он серьезно поврежден. Здесь я не пройду. Это, короче, намек на то, что типа мне назад двигать надо. Нет, слушай, куда-то еще можно идти. Третий этаж. Ну, допустим. На стульчике можно посидеть. О! Целый спрей дали. Охуеть. Вот это поворот. Слушай, там кукла какая-то здоровенная. Прям она на всю комнату привязана по углам, а висит мордой ко мне. Может, это босс ебучий какой-то? Вот это вот кукла здоровенная. Ну ладно, хорошо, что не напала. Спасибо и на этом. Наведи резкость, брат. Враг всего лишь девчонка. Что же ты так долго-то, а? Прошу меня извинить, Алексия, но я старался как мог. Спасение семьи Эшфорд зависит от твоего успеха, брат. Я это прекрасно знаю, Алексия. Я спасу семью Эшфордов и сделаю тебя главой этой славной фамилии. Не волнуйся, брат, я сама справлюсь. Не волнуйся, брат. Что хочешь, сделаю. Кто-то есть за дверью? Что это, Алексия? Никого. Наверное, мне показалось. Идем, брат.
Причем только сейчас сказали, что он брат, что подтверждает теорию того, что это инцест. Я уже начал было расстраиваться, что целый час уже, как я тут бегаю тудом-сюдом, не было катсцен. А вот и пожалуйста. Тут просто реально в этой игре катсцены почти каждые 2 комнаты. Большая кукла, сделанная вручную. Различные книги. Надо вот туда, где они пиздели, короче, вот в эту комнату. Там или шкатулка какая-то, бьют, в нем нет ничего необычного. Там или шкатулка, или что-то такое, вот. В окошко она не может посмотреть. Ну и ладно. Вот патроны. Иди бери. Бери патроны. Вот. Опять патронов наваливают. Сейчас мы будем их спускать куда-нибудь. Так, если я отсюда зашел. Основная тема всех этих книг — история. Книги по химии журналов. Ничего интересного. Бля, ну не простая, мне кажется, тут куклы эти. Нет, просто кукла. Тут, мать его, 2 комнаты. А в какую заходить-то желательно? Вот это можно подвинуть? Как-то она взаимодействует с этой пижней? Видимо, нет. Тут у нас ни дверей, ничего. Обычная картина. Так, карта. Видимо, эти 2 комнаты они соединяют общую. Давай сюда. Никого нет. Ну ладно. Комната вставлена красивой мебелью, ничего интересного, но я бы не сказал, что эта мебель красивая. Громоздкие деревянные кровати, которые заваливают просто всю комнату. Шкатулка закрыта. Внутри ее нет пластинка. В нем установлен синий сапфир. Я так понимаю, локализация, конечно, опять говно. Написано, внутри нее нет пластинки. И что-то про сапфир написано. Значит, надо нам камень. И, наверное, женскую спину. Вот эту надо будет статую, скорее всего, повернуть. И пластинку сюда приладить. Да, вот тут какая-то записка по-любому. Открытка. Дорогой брат, я уверен в том, что благодаря твоей отваге и силе нам удастся возродить славу рода Эшфорд. Ну, я же говорю, инцест. С любовью, Алексия Эшфорд. Короче, с помощью инцеста начали появляться всякие уебаны с длинными руками, зомби и так далее. Поэтому мораль, наверное, этой части Resident Evil такова, то что не надо ебать своих сестер. Внутри ее нет пластинки. В нем установлен синий сапфир. Ну, никаких камней я вообще, в принципе, пока не находил. Возможно, мне сейчас придется вообще типа в самое начало пердать. Я не исключаю, потому что вот этот у нас особняк, в принципе, конечная точка. Чих можно? Ну, любых, главное, чтобы они тебе родственниками не были, а то будут рождаться у них дети вот с этими длинными руками, там, зомби, уродцы и так далее. Это ж поместь. Если не ошибаюсь, кстати, на самом деле, там, по-моему, что-то очень высокий процент родится то, что то ли идиот, то ли урод. Потому что смешиваются хромосомы.
Трунь, 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 трунь. Старые куклы устройства, наверное, не Алексей. Чего старые куклы устройства? Наверное, не Алексей. Надо пластинку отсюда взять. Роскошная мебель. Погоди, погоди. Здесь стоит роскошная мебель. Ничего хорошего. Что, совсем ничего? Ну-ка, а вот эту пижню. Какой-то богиня. Ну там и есть лестница. Она на нее хочет залазить? Да, залезает, смотри. Значит, еще ход есть. Хотя бы мне не нужно будет возвращаться пока что. Потому что там есть такая фигня, типа, в игре, вот в этой части. Ну что, вернитесь, блядь, в самое-самое начало. Там вот откуда ты начинаешь, в тюрьму. Шкатулка играет красивая мелодия. С другой стороны крышки что-то написано. Красная королева, синий король откроет путь. Включить шкатулку. Что делать? Давай. Угу, 2 камня надо. Вообще какой-то ключ. Серебряный ключ. Блин. А куда этот серебряный ключ? Шкатулка закрыта. Я не смогу вынуть пластинку. Красный камень, синий сапфир. Подожди, а там тоже просто синий сапфир писалось. Короче, ну понятно, надо по цвету камня вставить, но это по-любому. Пойдем наверх поднимемся. Если это возможно вообще. Это возможно? Все, дыра в потолке. Дыра в потолке исчезла. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Короче, нужно куда-то этот ключ в одну из дверей использовать. Бля, может быть, как вариант кейс вот этот заюзать. У меня там есть один кейсик-то в инвентаре. Либо одну из дверей, просто которые были на протяжении игры. Ну это же пиздец. Тупо все шмонать вообще. Охуеть. Я не знаю, правда, куда идти. Ну-ка, может быть в той комнате. Пока я тут далеко не ушел. Может этот ключ серебряный подойдет в другую комнату. Тут не раз просто писалось про какую-то серебряную там комнату, серебряный герб, еще что-то, но мать его, это просто иголка в стоге сена, реально. Один ключик заюзать куда-то там. Блять, там дверей-то тут полно. Давай вот сюда его попробуем запихучить. Ну, хуй знает. Шкатулка закрыта, внутри нет пластины, тут сапфир. Может, этой статуе надо в жопу ключик ставить? Рельеф. Женская спина. Ключ. Только совместить можно. Это говорит о том, что надо типа куда-то подойти, и этот ключ он... Она прям должна спросить, типа, не хочешь ли ты пропердолить эту замочную скважину ключом? И ты такой, of course. И как бы вот. И как бы вот, ну придется что, манать.
Манать прям все локации. Куда этот ключ вставлять? Я что-то вообще пока... У меня вариантов нет. У меня еще 2 заюзанные карточки. До конца не использованы. Их же тоже надо куда-то применять. Значит, я какие-то двери не открыл. Ну, новизна механики в том, что ты ходишь с зажигалкой. И типа надо ходить медленно, не бежать, иначе тебя заебенят эти пчелы. Зато вот это говно, блядь, не убрали с загрузками дверей вот этих открывающихся. Зачем это сделано, я не понимаю. Чтобы фанат, наверное, мог передернуть в этот момент, пока дверь открывается, что ли. Ладно, я понимаю, в первой части эти двери открывались долго, потому что должна была быть подгрузка с диска. Все-таки первая плойка это не очень шустрая консоль была. Но это-то уже вышло на PS2, так что там гораздо круче были игры, и подгрузок они не требовали далеко. Так, все, можно типа расслабить булки и убрать зажигалку. Сейчас надо прям вообще все аккуратненько просматривать каждую хуету, короче, чтобы можно было куда-нибудь ключик присунуть. Да, тут охуительные послания от разработчиков. Точнее, от локализаторов. Разрабы, я думаю, там все правильно написали. Так, сюда никак. Вот это что за пижня такая? Какая-то подозрительная статуя. Тоже не то. Дальше. Стой. Почему эта шляпа бросается в глаза? Ну, тут... Ключик явно не сюда. Что-то надо где-то в особняке, значит, если там написано типа Эшвардов. Что-то где-то в особняке, но таких особняков 2. И они тоже, блядь, не маленькие. Там тоже полно ключей. В смысле, полно дверей. Типа я должен наизусть знать, что из этого открыто, а что закрыто. Так, давай-ка вот здесь повнимательнее немножко. Что? Старая подставка для снимка. Вот это камин. Им уже давно не пользовались. А на полочках ничего не лежит? Ничего. Ну, картинка хоть забавная. Чувак с башкой. Ряд толстых книг. Толстый. Ряд толстых книг. Опять отлично. Перевод отлично. Отменный. Можно пленочку выложить. Беспонтовую эту. Хотя давай, наверное, сохранимся. Да. И вот первое самое сохранение перепишу. Пленку можно выложить.
Да можно, в принципе, и спрей положить. Кстати, я еще и пленку не было. Да, спрей выкладываем. Вот это вот коробка. Ну-ка, иди сюда. И у нас что еще? Квестовые вот эти вот шестигранники. Пустой огнетушитель, херня. Еще зеленая трава. Попробуем. Прятки бреда. Вот это вот с этим. Нет. Не стоит применять. В обратку. Тоже нет. Серебряный ключ. Коробка. Давай ее осмотрим. Вот же ключ. Ну, как бы закрыто на замок. А, это чисто для отмычки. Я понял. Выкладываем туда. Это и это. 3 квестовых предмета. Чё, куда пихать, пока не знаю. Придется все осматривать. Именно те комнаты, где я не был. Ну, по идее, тут часто встречается такая херня, если тебе какой-то предмет дали, то ты его типа где-то... Серебряный ключ, да. Ты его, короче, давший тебе предмет, как бы тебе предмет дали, ты его где-то поблизости обязательно используешь. Это я такую херню заметил еще с начала игры. Угу. Игровые автоматы. Кто-то тут игрался вовсю. Смотри-ка, куча лута. Куча лута, значит, мы сейчас, наверное, с кем-то пиздиться будем. Ладно. Начнем патронов поднимать. 80. Еще есть там что-нибудь? Вот эта пирня, по-моему, делает наши стрелы огнестрельными. Порох, да, допустим. Десять стрел. Да давай, наверное, пока так и оставим. Пускай она, если что, когда жопа гореть будет, мы огнестрельные сначала долбанем. Один из них включен. И чё? Не, погоди, надо не торопиться. А то сейчас опять катсцена какая-нибудь будет, опять что-нибудь придумают они. Зел трава. Да, берем. Вторую зел траву бери. Все, барсик. Там гондоны, что ли, на столе валяются? Нет. Это нельзя использовать. Старый рояль. Для считывания данных. Каких данных? Маркировка производной. И в рояль что-то надо запихать. Давай сначала мы автомат, короче, дергаем. Автомат, один из них включен. Да, и что? Монету надо какую-нибудь. Монету запихиваешь, и счастье будет. Короче, тут два квестовых предмета надо, которых как бы нет.
Я думаю, эта комната будет более... О, слушай. Ключ-то не забрали. Давай мы, наверное, траву отнесем. Сундучок. Ключ не забрали, значит его еще куда-то юзать. Сланг. Много бегания в игре. Да. Плюс к тому еще то, что она сама не это как не маленькая далеко. Что как-то через жопу вся лежит. Блять. Короче, у меня есть 3 травы. 4. Их надо в одно место сложить. Блять. Чтоб типа сверху были хилки, а снизу уже все остальное. Все по идее. Ну, так пойдет. В игре много бегать туда-сюда, вот эти вот загрузки дверей, ты шароебишься по локациям, в которых уже был, ну типа возвращаешься, чтобы применить один предмет, и тебе надо ебашить через пол игры. Сейчас, наверное, так и получится. Есть какой-то ключ серебряный. Куда-то его надо запихать. Но проблема в том, что я, блядь, в упор не помню, куда можно что тут запихать. Вот это что такое? Закрытый. Серебряный ключ. Замок открыт. Не нужен ключ. Слушай, ну шикардос, да? Приемлемо. Так, давай-ка мы сюда еще разок заглянем, где тут что у нас есть. Так, чисто сориентироваться просто, что за этими дверями. Я в них был уже. Угу. Тут у нас типа загадочка была. Максланг. Пацан был. Если честно, максимально пустая игра. Ну, так же, как и первые 3 части, тут раскиданы предметы по локациям. Ну, по какому-нибудь определенной, допустим, локации. Раскиданы предметы, перепутаны между собой, и ты должен одно запихать в одну точку, в другую и так далее. Тут нет, знаешь, там, допустим, движения машин, естественно. Тут никого нету, ты в основном один шароебишься и, блядь, думаешь, куда какой ключик запихать. Вот и все. Ну это резидент, чё? О, ёб твою мать. Еще и 2. Заебись. Идем заново. Сразу 2 ебаки длинноруких хуяря с 2 сторон. Тут настолько пустая игра, что ты даже слышишь эхо своих шагов.
Максимальная, кстати, экономия ресурсов консоли тем самым. Ну, то, что тут нет насыщенного мира. А я это уже взял, типа, да? Да, я тут уже был. Я понял. Тупо вниз. Пользуем ключ. И готовимся к битве с ебаками. Самые неудобные, короче, мобы в игре. Сларм. Если не бегать, игра пройдется за пару часиков. Если я не ошибаюсь, то проходится она что-то даже по спидрану часов за 5, по-моему. Если я не ошибаюсь. Тут просто катсцены стопудово, наверное, которые нельзя пропустить. Это раз. Во-вторых, она очень длинная. Ты тут играешь за 3 аж персонажей. Периодически. Меняющиеся. Плюс еще надо по сюжету бежать в самое начало игры, тут по-любому такое там есть. Длинная, растянутая жесть. Быстрее я успел, кажется. Ну так, меня чуть-чуть ебнули. Все, у меня патронов нет. Хуй тебе, как говорится, а не гранаты. Чуть-чуть меня куснули. О, там еще какой-то герб блестит. Так, надо сориентироваться. Ну тут только с пола что-то подбирать. Кстати, на картинах тоже может что-то быть. Здесь выставлен глиняный горшок. Допустим. Отсчет Ханка. Кому? Альфреду Эшварду, директору комплекса. Сегодня в 16:32 я прибыл из транспортной базы Амбреллы, привезя с собой огромную капсулу. При перевозке были соблюдены все меры предосторожности и проведены проверки. Подтвердили соответствие всем процедурам. Сейчас она хранится в рефрижераторе. Только вот чего я не понимаю. Обычно нам поручают особые задания. Почему в этот раз мне приказали доставить эту капсулу? Я понимаю, что это секретное задание, но так как мы не знали его содержимого, наша безопасность во время транспортировки могла быть подвергнута риску. Это важно, если его содержимое представляет опасность. Мы бы хотели попросить предоставлять нам все данные, если нам в дальнейшем поручат такое задание. Я все еще помню времена, проведенные мной на этом военном комплексе. Написано комплексу. С тех пор ничего не изменилось. Сегодня в 23:00 мы уже будем готовы к новой миссии. Служба особого назначения Ханк. Охуительная записка. Записка одна охуительнее другой. Ну слушай, тут какой-то тоже, по-моему, механизм имеется. Слайд проектор. Похоже, не работает. Понятно. Эх, мать. Книжка можно взять? Нет. Ну только вот это можно достать и все, в принципе. Взять пластмассовый орел. Еще один. А куда его тогда? Ладно, хорошо, я знал, куда одного пришпандорить, но второго тогда. Может, типа копию потом из него надо сделать? Может быть.
Вот там вот 2 герба есть. Ну-ка, давай орла туда. Золотой герб. Не хочет она его применять. Падла. Надо 2 золотых. Ну, скорее всего, 1, ну, как бы пластмассовый, будем где-то менять на золотой. Только где? Сейчас в данный момент где-то квестов 5 нам не висит. И все куда-то что-то пришпандорить надо вставить. Нет, не сюда. Вот здесь еще герб какой-то. Блин, а что, он не заходит с той стороны, что ли? Да ёбаная это курва. Модель истребителя, я понял. Да, я понял, говорю. Драгоценный камень в форме муравья. Тут, кстати, слушай, тоже про камни что-то пиздели же. Там сапфиры туда-сюда. Не стоит применять. А как достать-то это говно? Ладно, это, видимо, другая ситуация должна быть какая-то. Вот здесь у нас поцик ныкался. С люгерами, он их пизданул когда. Оружие из разных стран мира. Достало бы, я не знаю. Что тупить-то? Украшения на устройстве. Тут старое военное. Понятно. Тут, знаешь, скорее всего, как бы геймплей, он просто размеренный такой сначала, знаешь. Потом изредка экшены бывают. В основном ты типа в тишине шакалишь тудым, сюдым, думаешь, куда, какие предметы применить. Тут как бы градус этих загадок понижается и повышается градус экшена ближе к концу. Так, тут у нас мыши. Пользуем зажигалочку. Посмотрим, может быть здесь где-то герб можно пришпандарить. Вдруг что-то где-то изменилось. По идее, если герб, значит... Хотя стой. Там, где у нас тюрьма, по-моему, там, где Замун был с металлоискателем, перед этой тюрьмой, там у нас, где гильотина, был подобный символ вроде. Он именно не шестигранный точно, значит, наверное, подойдет вот этот. И это говорит о том, что нам нужно возвращаться в самое почти начало игры. Почти самое начало. Поэтому бежим сначала сюда. Если что, тогда придется через лабораторию пердолить, там что-то изучать. Ну там тоже ходы как бы есть, но их немного. Я думаю, с гербом то, что связанное, все находится где-то вот в этой половине. Проверим теорию. Дай. Сюда вообще не пройти.
Тянут время, кстати сказать, вот этим вот макаром. Сбегай сюда, сбегай туда. Через всю карту. Напоминает те же самые миссии в Days Gone, допустим. Когда заставляли пердолить просто через всю карту на мотоцикле, чтобы с камнем поговорить. Правда, между играми разница лет 20. Короче, топаем к терме. Посмотрим, что там. Стой. Вот это что у нас? Просто уничтожено, я понял. Тут у нас зомбари, кстати, любят спавниться. Ну, они там всей банды скулят. Хуй там. Тут, походу, еще один ходит. Кто стонет-то у вас? Вроде дохлые все. Давай, наверное, огненные стрелы. Или нет? Неохота на спавнившихся мудаков стрелы тратить. Плотно закрыты. Я понял. По-моему, сюда куда-то. Не сюда. Здесь они тоже появляются на кладбище. Я там такую толпу перевалил не так давно на этом кладбище, так что они там, по идее, уже им вылезать откуда нет куда просто. Сюда надо идти. Здесь у нас тюрьма. Тут вот получается короткий путь. Сразу дверь. Вот так. Что-то такое припоминаю. Надеюсь, все верно. Бегу. О, пидоры нарисовались. Ждем. Там и второго разглючило. Давай-ка вот так поточнее будет. Ну они хотя бы не через 20 минут встают, а сразу же. Не надо их 2 часа ждать. Ну и подставы такой нету, когда ты мимо этого клоуна пробегаешь. Есть тут кто? Нету. Подставы такой нет, когда мимо этого клоуна пробегаешь, он тебя там за ногу схватил, еще что-то. Так, вот он герб. Кажется, я верно пришел. Да. Хуяк. Стой, валим. Ай-яй-яй, ну блядь, ну куда ж ты? Прям под них падла. Подождем. Мужик, давай сюда.
Подождем. Все, хорош. Да, слушай, от них можно было просто не бежать даже. И так сойдет, как говорится. А герб, я так понимаю, мне больше не вернут. Типа он одноразовый. Ну и ладно. Эво, ну как? Чисто случайно просто нажал на прицел и выстрел, и все получилось. Слушай, да, наверное, а что тут прижиматься, ходить за плечо? Давай, наверное, сожрем. Сделал траву одну. Как раз внимание у меня желтое. Вот, так-то лучше. Стой. Ничего интересного. Я понял. Сначала нужно лучше обойти здание, конечно. Чтоб сюрпризов не было. Блядь. Я не туда пошел. Тут у нас... А, это тупик. Я думал, тут поворот какой-то. Тогда в здание заходим. Потому что я не знаю, куда эта решетка ведет. А так вроде здание тут квадратное. Ну, в смысле, она выходов больше, по идее, иметь не должно. Казарма, короче. Либо... Нет, это госпиталь. Тут клизмы ставят. Вон один там проклизмированный лежит. Опять спрей. Ями. Похоже, ему произвели вскрытие. Он не дышит. Ну, значит, он будет вставать. Раз не дышит. Да, я понял, что ему вскрытие произвели. Давай вот это вот пошукаем. Здесь возборствованы скальпели в крови. А вот чемоданчик-то ты взять не хочешь? Вот падла. Не хочет. Решетка подозрительная. Вот это вот. Никак. Ну вот через эту решетку может быть что-то другое. Вот кто-то другой проберется. Или что-то другое, действительно. Так, 2 хода. Каких-то. А, тут еще труп. Хуяка там не месяц вообще. Здесь оставили сумку для трупа. Но в сумке-то, по-моему, что-то есть. Удивительные ракурсы опять камеры. Сверху, блядь, снизу. А чтобы подойти, одну книжку сразу взять, надо вот так вот покрутиться 1000 раз, выбрать ракурс правильный, чтобы она ее схватила. Заметка анатома. Анатома? Я одержим дьяволом, я не могу контролировать внезапные вспышки ярости, которые вызваны этим дьяволом. Это жестокая церемония. Мне нравится видеть, как люди бьются в агониях от боли, кричат и умирая начинают биться в конвульсиях. Разве конвульсия это не есть агония? Ну ладно. Но сэр Альфред был так добр ко мне, предоставив мне лабораторию, химикаты и оборудование, требуемое для исследований.
Я не могу подвести сэра Альфреда. Самое важное, чтобы никто не узнал о священном месте, о котором знает только он и я. Клянусь, подвал этого здания никто не найдет. Я-то найду. Конечно, я постоянно ношу с собой ключ от него. Даже если его кто-то увидит, он даже не сможет понять, что это ключ. Я должен помнить, что, потеряв доверие сэра Альфреда, я погибну. Короче, надо кого-то завалить, чтобы забрать у него ключ. Чего-то не хватает, надо глаз сюда. Заебись, 6-й квест вешает. Ништяк, чё. Где глаза эти достать? Ну, труп-то явно глазами не богат. Шли глаза искать, что делать? Лучше само для трупа. Шевеление. Давай назад вернемся сейчас. Че, он зря шевелится, что ли? Тихо, 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 пробегаем. Не задерживаемся. Блять, быстрее. Пока сучка перезарядится. Я хоть попадаю. Куда-то попадаю. Назад. Гражданин встает. Даже 2. А тот-то че неубиваемый? Ты охуел? И так горит, еще и сдохнуть не может. Шанс крита тут отсутствует вообще полностью. Без шансов. И что странно, дробовика до сих пор не дает. Обычно к этому времени во всех частях Резидента был дробовик. Прочная цепь, на конце прикреплены наручники. Комнатушка БДСМчиков. Солдаты БДСМчики. Погоди. Вот эту печечку можно как-то заюзать? Вон второй там, кстати, кейс валяется. Блять. Под этот кейс-то места нету. Под патроны есть. Ложись спать. Хорошо. Я уже сплю. Так. И все. Нету места под кейс. Поэтому что? Тут только траву красную выкидывать. Совместить же я и не могу. Не могу. Стул довольно странной формы. Ну да. Блять, ну чё могу сказать? Придется возвращаться. Да, у нас по карте. Где-то там за стенкой, походу, есть или точка сохранения, или сундук. Не знаю. Короче, надо возвращаться, чтобы кейс забрать. Второй кейс. Но отмычки нету. Да давай ты, блядь, быстрее эту дверь ебуть, открывай. Там что-то вылезает. Ебу. Чё хлюпает? О. Ну я хочу спать. Да, жить поспи. Да-да-да-да-да-да-да-да-да.
Тут шустрый доктор Айболит. Да сдохни ты, блядь. Я тоже Падла. Так, доктор подох. И все, этот подох. Ну, чуть-чуть меня грызнули. Мне бы взял траву, конечно, не повредило. Стой. Угу. Так, это там отмечается печатная машинка. Я тоже что-то от игры захотел. В смысле? Не совсем понял. Что ты захотел от игры? Кинопредира. Сварм, давай спать вместе, значит. Нет, я отказываюсь от этого действия. Придется возвращаться назад к сундуку. Твою мать, это так далеко. Спать. Сварм. Правда один. Вот сука. Не, придется походу на проломы башить. Только валетиком спите. Шпаги не скрещивай. Ни в коем случае шпаги не скрещивают. Это чревато. Наверное. Так. Надо сундук искать. Либо хотя бы одну зеленую траву, чтобы красную использовать. А, блядь. Мне даже зеленку не заюзать. Вот пидоры. Стой, 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 стой. Вот сундук как раз. Бля, где тут патроны? Тут только что были. Под этим ракурсом его не видно. А так видно. Вот тут они где-то. Допустим. Нихуя, у него патронов осталось 35 опять. Опять 35. Так, вот это вот как-то говно. Нет, походу ее нельзя отодвинуть. Но я понял то, что там у нас за этой дверью как раз лежит комп. Ой, комп. Тот автомат, который типа 3D принтера, короче. Вот это все выкладываем. И в принципе можно одну траву сожрать. 4 у меня их. Или потаскать пока ее еще. Ладно. Я хотя бы запомнил, как у нас сундуки обозначаются на карте. Так, что, тут 2 карточки у меня осталось. Сейчас мы еще сбегаем за кейсом. Хорошо, хоть локацию зачистил. Бля, ну доктор Шустер оказался, так, я так понимаю, типа мини-босса, что ли? Что-то такое, от него, наверное, явно не съебаться, помещение больно узкое. Кстати, вот этот педик, когда он встал, что-то изменилось? Не, не изменилось. Скальпели в крови. Вот тут что-то валяется. Химикаты с неизвестными названиями. Где-то надо глаз надыбать. Вот он. Сучий потрох. Решили спрятать от меня. Лупа. Какая это в жопу лупа? Это, блядь, просто обычные, как его?
Протез глазной. Лупа. Что ты за лупа? Точная модель тела человека. Похоже, чего-то не хватает. Лупа. Используем лупу. Зенки свои. Открыл он, значит. Ну да. Стой. Я еще не взял. Вот это вот кейсик. Кейс придется отнести назад, а потом только спускаться вниз, потому что, мать его, инвентарь ограниченный, и тут ничего нельзя будет сделать. Макс Ланг, сейчас еще попаданешь. Да, и вместе не получат зарплату. Вот второй кейс. Коробка. Нахуй кейс писать. Напишем коробка. Че, какие-то странные устройства. Да, я знаю, это странное устройство. Обычный БДСМ сопровождение. Хорошо. Чемодан-то придется нести и обратно. Потом только спускаться. Потому что тут могут, блин, реально забить инвентарь в одной комнате. Потом ищи, блядь, ищи, куда нести это все. Тут постоянно кто-то воет, но никто не нападает. Да давай-то, блядь, спускайся. Я уже думал, я заглючил. Ебать мой хуй. Гарды Марины. А чё она не может вот эти ящики на место просто поставить, чтобы себе путь сократить? Хотя я герб уже использовал, как бы нахуй. Тут кроме карточек у меня ничего не осталось. И эти карточки, получается, меня куда-то в сторону подвала приведут. Там, где я вторую эмблему взял с красной точкой. Скорее всего, так. Нам туда. В каждом угле точка застревает. Угле. Хуй знает, как правильно. Так, мыши. Пользуем. Четыре места свободных только осталось. Зипуха у нее козырная, прям вообще не тухнет. Похуй ветер. Бесконечно. Там зомбарь, походу, да? Так, давай-ка мы освободим место, не используя патронов. Хуя, прикольно. С одной подачи, смотри-ка, валятся. Заебамба. Макс Ланг, реклама ЗИП. Бля, это хорошие стрелы, слушай. Да, стрелы для арбалета. А можно их как-то поменять? Или надо обязательно расстреливать? Ну-ка, разряжаем. Да, слушай. Оставим-ка мы эти крутые стрелы до лучших времен, короче. Потому что реально одна стрела, один зомбарь, как бы.
Это просто охуенно. Похоже, это вторая водяная мельница. И чё? Ее, наверное, надо как-то покрутить. Или заставить, чтобы она крутилась. Заставляй меня полностью. Я раньше, кстати, пользовался дипами. Прикольные зажигалки в плане том, то, что не тухнут на ветру, как бы. Зимой самое то подкуриваться. Правда, заебываешься их заправлять, они бывает внезапно оканчиваются. Ну, заканчивается бенз, и надо, блядь, чуть ли не с собой его таскать все время. Опустился плотный занавес. Я так понимаю, то, что это работает так. Колесо крутится, занавес открывается. Только как бы это все замутить? Довольно странные устройства. Так. И чего, и чего? Ну, вот эта люстра, видимо, с чем-то тут связана. Давайте сначала глянем. Макс Ланг. Колесо крутится, лавеха мутится. Да, ну и там кадила крутится, папа бабло мутится. Ненавижу, блядь, попов. Вот это как-то говно работает. Слушай, она к этой стреле вообще не подходит, что-то делает. Ничего не делает. А ну стой. Вот так. Раз. Ну я слышал, как стрела воткнулась. Эу. Надо как-то поточнее стать. С какого ракурса вообще это видно? Ну так, давай Нет. Макс Ланг. На срок наговариваешь. Ну да, вот ебать. Нет, слушай. Ничего с этой хуйней не сделаем. Сейчас мы попробуем с огнестрела долбануть. Может быть, стрельнуть надо в эту люстру. Уж очень очевидно, она как-то висит. Подозрительно, я бы сказал. Вот со стороны вот этих педиков ебнем. Нет. Вообще, в принципе, YouTube дело такое. Тебя могут там за оскорбление педиков, потому что ты сказал педики. За российские какие-нибудь шутки могут привлечь. Для чего нужно это странное устройство? Действительно, для чего? Доебаться можно до каждого человека. Там Хаван, ёпта, песенку спел, через 10 лет только вспомнили про это говно. Но он, видимо, кому-то насолил. Где-то что-то довыебывался. И немножко укатил. Ладно, пойдем ниже, что делать-то? Странная комната, вообще максимально странная. Я не знаю, что там. Может быть, ножом долбаный? Макс Ланг. Ща Царьград оскорбится. Не исключено. Еще какие-то, блять, каменная статуя с ржавым мечом. Да, возьмем меч. А можно как в Golden Axe зомбарей мочить ржавым мечом? Мне газу подкинули. Давай. Сейчас сдохнешь, сука. В какую-то сторону. Крути это говно. Ну и чё, в какую сторону? О. А если б я не сохранился? На камеру пыток похоже. Свармп. Крутит одной рукой. Да, такая вальяжная чисто. Хуяк, нахуй. Покрутила чуть-чуть. Типа, блядь, ей сейчас пиздец чуть не настал. Свармп. 2, видимо, не нужно. Так, статуи из железа. В сундуке есть отверстие. Значит, надо сюда пришпандорить меч. Все логично. Пользуюсь. Все.
сука, не один, блядь, а другой. Как-то надо максимально быстро от этого педика съебать. Ты ёб твою мать. Какая кривая пизда. Ну ёпты. Прикинь такая. Блять, ты пизданутая что? Я причем зажал кнопку, а она дважды дернулась и потом только крутить начала. Чудо. Так, приготовились к вылету этого урода. Мы, пожалуй, сэкономим. Опять. Стрелы как надо переключить? О, вот так. То есть надо максимально быстро как-то это все провернуть. Все, и пошел в очко. Подох. Стоять. Блин, военная штука, слушай. Как жестко я отвык от этого инвентаря пизданутого вообще. О, у меня что-то в промежности было зажато. Валик. А валик мы запихиваем в рояль, который у нас находится в другом помещении. Пока будем бежать, нас будут атаковать зомби опять же. Причем максимально с разных сторон. Опять хуярить, блядь, через полкарты. Ёбаный насос, а? Гандоны. Самый натуральный. Максло, я бы сказал, куда мы запихиваем вас. Если обильно месячные идут у бабы, то она может скрутить полотенце, сделать из него валик и потом запихать его в манду. Ну, это лайфхак такой. Блядь. Ты мудачка, что ли? Камера переключается, и у тебя получается верх становится низом. Ну, как обычно, вот это вот говёное танковое управление. Максло, ей полотенце ходить мешает. Да, походу так. Максло, не кричи на нее. Она тебе, наверное, вафельное, блядь, полотенце запихала. Она еще не только ходить мешает, но еще и натерла жутко. Там манда распухла уже. Чешется, блядь. Жесткий респаун, пидоров. У меня стрелы по касательной летят. Пиздец, как будто ураган. Еще один есть. Ждем. Видишь, как они заворачивают угарно? Пиздос. Пью. Ну прикольно. Их дохуя как бы можно тратить. Пока я рядом с сундуком, что-то лишнее нет? Нет. Нету нихуя лишнего. Максло,
Они ходят как дикобразы, все в иголках. Да. Удивительные животные. Сейчас и тут, наверное, да, пачка, блядь, зареспаунилась этих гомиков. Вот здесь. Вот не здесь, а вот тут вот. Следующая комната. А тут, по-моему, всегда их трое появляется. Охуенно. И парочку из них голые. Экс. Нет, тут их два почему-то сейчас. Да пошел он нахуй. Пизду на него тратить еще время. Энергии. Стрелы. Сколько раз не бежишь, вечно они на этом месте. Как бы я думаю, они пошли нахуй. С такими раскладами. Причем тут основное, я смотрю, оружие, арбалет. Патронов не так часто на пистолет дают, сколько арбалета тебе пихает. Как раз то место, где у него полотенце запихано. Прям наваливают 230 патронов, ну, стрел для арбалета и дают 30-ку патронов. Такое себе. С учетом того, что на каждого зомбаря примерно по 4-6 выстрелов уходит. Точка не критует вообще. Раньше у них как арбузы головы лопались, а сейчас хуй на руль. Ебись как хочешь. Так, валик. Вот тут, по-моему. Тут у нас проход с пианино будет, по-моему. Тут. Нет, нихуя. Блять, или да. Я забыл нахуй, где это пианино. Какой из комнат находится. То ли с этой стороны особняка, то ли с другой. Бляха. По-моему, тут. Типа как поднимаешься, второй этаж. Еще бы эта манда не застревала, сука. Было бы замечательно вообще. Здравствуйте. Вы должно быть Катсцена. очаровательная Клэр Редфилд. Алекс А Вескер? вы кто? Скажем так, я призрак, который вернулся за вашим дорогим братом. Да, это Алекс Вескер? Вескер. Вескер хуескер. Похоже, пояснение излишне. Именно я атаковал этот остров. А вы думали, кто стоит за всем этим? Тем лучше для меня. Кошка наконец поймала свою мышку. Как мило, что вы так беспокоитесь о своем брате. Блять. Спасибо, что привели меня к нему. Вы были просто отличной приманкой. У него, кстати, глаз красный. Я не знаю, какие у вас там дела, но мой брат совсем не такой человек, за которого вы его принимаете. Он барыга обычный. Я презираю Криса. Что вы с ним сделаете? Нихуя, он ей пизданул просто. На Луну просто улетела с одной подачи пощечины. Чисто на отвашку. Шансно. Баба 2 метра Как пролетела. будет рыдать ваш брат, наблюдая вашу смерть? Кошки-мышки. Что? Что это? Стой там, я иду. Слайм. Терминатор и Сара Коннор. Не исключено, кстати, то, что это типа закос под Кажется, терминатора ты был. мне еще пригодишься.
Потому Так что, насколько я позволю понимаю, тебе пожить еще немного. 4-я часть, точнее, вот эта вот часть Вероника, Терминатор, I'll be back. Вот эта часть Вероника, короче, делалась в основном для фанатов. Поэтому тут много экшена, много катсцен, более запутанная история и до хрена знакомых тебе персонажей. Так, ну, полотенце у меня до сих пор в манде, так что можно спокойно идти. Катсцен туда хера, просто вот реально. Если знать, куда идти и так далее, у тебя катсцены будут каждые 10 минут. Такие дела. Ну правда, вот уж очень этот чувак визуально похож на Терминатора. А эта сучка типа на Сару Коннор. Ну я не знаю. Что-то в этом есть, кстати. Все же, по идее, друг у друга пиздят. Ну, я нашел хотя бы это пианино ебучее. Так, вытаскиваем валик из манды и начинаем слушать музыку. Это у нас синий сапфир. Еще красный надо надыбать. Вот красный. Трунь, 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 трунь. Объект муравей. Так, ну муравья мы явно пересаживаем. Давай осмотрим. Объект муравей, да. Украшение в форме муравья с синим сапфиром. Да, только про сапфир пишется. Возможно, конечно, там, где у нас через подводную лодку, когда бежишь, возможно, там есть, ну, вот этот может быть, в теории, этого жука туда тоже можно применить. Там, потому что какой-то муравей находился под стеклом. В теории можно туда его запихать, но не факт. Скорее всего, он чисто только, ну, одноразовый, типа квестовый предмет. Поэтому его только выложим. Бля, ну карточки, почему до конца я их до сих пор не израсходовал? Это ебать какой вопрос. Соображаю, куда идти. Слушай, а может быть правда, его прямо сейчас надо использовать? Вдруг он что-то даст. Типа ты пользуешь предмет, короче, и он тебе уже пол квеста решает. Вдруг это говно так пашет. Прямо отсюда сохранить, чтобы не перебегать это всю парашу. Попробуем вернуться в особняк. Потому что из квестовых у меня осталось только 2 карточки. Не знаю точно, куда там что запихнуть. Там кладбище. Чувак просит медикаменты, но их нету. Хуй знает. Ладно, сбегаем в особняк. Если нет, тогда придется еще возвращаться назад и смотреть, какие локации я не прошел. Ну, точнее, повнимательнее. Куда можно пристроить. Блять, вот тебя. Заебись. Ладно. Мы их просто пробежим.
ними мы воевать будем потом. Ах вы пидоры, блядь, они еще и подниматься умеют по ступенькам. Такие уебаны. Ладно, если что, мы с ними связываться пока не будем, потому что я еще раз, если сюда пойду, сейчас я их намочу, пойду сюда еще раз, и мне придется опять с ними драться. Ёжики ебучие. Ай-яй-яй-яй. По коленкам, блядь, ему. Еще кто-то пиздует. Ну только с какой стороны? Вот с этой? Да вряд ли. Он скорее всего там, где дверь. Либо он просто спускается по ступенькам. Да, вон он. Нет, подожди, это не он. Где это говно? Понятно. Ну-ка, сверху, вот так. Да, слушай, она попадает. В жопу нашмалять немножко. Шмалялка. Причем он не один. А с этой стороны я тут уже, да, никого не вижу. Просто вопрос, сюда ли мне сейчас? Вот что. Я, может, зря бегу просто. Просто там гомики длиннорукие грызанули чуть-чуть. Здесь, блядь, я его не увидел тупо. Нахуй пошел. На тебе в яйца. Немного в яйца и немного вот так. Если мне по квесту, то лучше будет этот момент вообще целиком перебежать. Прям чтобы пидоры не хватали, чтобы зомби тут не грызли меня 1000 раз. А то так хилов у меня не останется просто. Надо вспоминать, с какой стороны у нас синий. Блять, еще кто-то пиздует. Куда ебало это говно респаунится все? Попадает. Ой, да, куда-то в пустоту просто ебашу и все. Вот он там был. Да, тут тоже кто-то был. Причем я бы его увидел, когда бы он меня начал сразу загрызть. Вот так вот эти пидоры и делают. Вот, тут жука мы вставляем. А посмотрим, что поменяется. Крышка шкатулки открылась. И чё? Пластинка нужна. Ну, пластинки, естественно, хуй. Поэтому надо до конца заюзать эти карточки. И тем самым мне дадут пластинку. Да, это бесполезная была беготня с тратой патронов и респауном этим, потому что если сейчас возвращаться назад, все бегать, тратить карточки и так далее, ты еще раз сюда пойдешь, у тебя будет опять пачка этих уродов. Поэтому в пизду такие расклады. Мы выкладываем этого жука, когда будут 2 жука на месте, тогда и пойдем. Там сейчас пока нехуй делать абсолютно. Да здравствует сохранение, мать их так. Так можно очень много часов себе экономить на прохождении подобных игр.
Посмотрим, куда можно заюзать карты. 2 штуки. Так, там у нас игровая комната. Я понял. Тут у нас мыши, сортир. Ничего нету. Здесь у нас... Угу. Здесь у нас круговая комната с гербом была, пару зомбарей. Здесь тоже нихуя, для охраны карточек тут нету. Надо, получается, во второй части особняка идти и там юзать, или с лифтом что-то крутить, мутить. Тут потому что как бы наши полномочия все. Сука, это же надо просто в памяти держать вот целую вот здоровенную локацию, то что эти углумки придумали. Вот этот особняк, куда, что, какая дверь нахуй. Потому что тут по карте, ну не особо понятно. Куда тебе точнее идти? Заданий, целей нету. Они тут просто не прописаны. И ты как бы в душе не ебешь, куда вот эти вот 2 карточки конкретно заюзать. Отсюда начинается беготня, тыканье в каждую носом, тыканье в каждую дверь в надежде то, что тебе повезет. Так, вот здесь юзаем карточку. Не завершена. Завершение вентиляции. Значит, надо тут какую-то вентиляцию заебенить. Включить. Вот здесь у нас комната охраны. Там, по идее, вроде ничего не было. Я там только стрел, по-моему, взял пачку и все. Ключик там был какой-то. Тут крепит. Нихуя. Одно большое сплошное нихуя. Документы, понятно. Ну, эта шляпа вряд ли работает все. Да. Вот здесь. Нет. Тут только один замок. Ничего не осталось. Все было украдено до нас. Куда выходим? Зря пиздовал так. Придется все облазить. Я что-то упустил. Как минимум 1 раз надо по этой карточке каждую карточку заюзать, как минимум 1 раз. Причем странно, где-то эти гомики респавнятся, а где-то нет. Не совсем понятно, как ты по квесту правильно идешь, неправильно. Так, тут у нас парилка. Ну, посмотрим, если тут что-то... Да не, ни хрена тут нету. Ой, так. Да. Чё хуйня, Миша, давай заново. Кто-то ходит по особняку и по всей вот этой в целом территории и утаскивает убитых мной зомбарей. Кто
кто-то же их прячет. Значит, какая-то служба, наверное, работает. Ну, типа как в «Людях в черном», знаешь. Прятали там пришельцев, следы пришельцев стирали. Тут то же самое. Торговый автомат. Пить она не хочет. А стоило бы. Вот очень бы стоило. Промочить горлышко-то. Кларовское. Только носиться. Так, вот еще один коридор. Там подъем, получается. Собаки тут были. Здесь выходит так, что тут два коротких пути. Подожди. Подожди назад. Hello, братьям по разуму. Лежат, отдыхают все. Они когда-то должны встать по-любому. Вот тут. Как-то очень быстро, подозрительно переключается камера. Пожар. Вот сюда-ка давай зайдем. Вот тебе, пожалуйста, пропущенная какая-то шляпа. Здесь я не был. С лестницы еще. Да, давай спустимся. Вот так вот, просто из-за резкого переключения ракурс камеры ты можешь часами бегать по какой-нибудь хуете. И потом пес его знает. Взломщик для системы вентиляции. Короткий путь. Электронный замок, да. Тебе уже не нужна карточка. Карточка как-то пишется. Вот это говно можно дернуть? Он включен. И еще одну карточку я пропустил. Вот, вторая. Куда-то ее нужно. Карточка. Серебристая. Для доступа на территорию военного комплекса. Где-то рядом ее надо точно заюзать. Но только где? Там два клоуна сидят, блять. Я их, наверное, вряд ли замочу. Хотя у меня есть стрелы. Можно попробовать. Давай попробуем, что. Прям два штуки надо будет замочить с 5 выстрелов. Я не знаю. Но если одному зомбарю хватает одного выстрела, попробую. Ёбнулся. Готов. Блять. Попал. Давай-ка без подач. Попробуем. Все, кончились стрелы. Да, пистолет. Надеюсь, мне повезет.
подох. Да. Так, ну уже лучше. Жить можно. Панель управления платформой. Нет электричества, она не работает. Вот тут у нас еще есть заряды для стрел. Как добраться до них? Дай заряды, сука. Они наверху прям лежат и никак. О. Угу. Хуй на них. Главное, на такие ящички она забирается, а на второй все, Марсик. На второй мы не хотим забираться. Ну, допустим. Может, сюда подойти? Включатель сломан. Точнее, выключатель сломан. Давай мы арбалет зарядим сразу же. Патронов что-то вообще осталось, понты. 40 выстрелов, это 5 зомби надо. Щит, он плотно закрыт, она не работает. Ничего особенного. Дальше. Я за дверь. Ну, наверное, за этой дверью вообще все разгадки человечества будут. Здесь хранится стерильная одежда. Слушай, там, по-моему, где-то кипиш. Похоже, он серьезно поврежден. Возможно, именно здесь произошла утечка вируса. По-моему, вот здесь был кипиш. Автоматическая дверь, я не пройду. Там был кипиш, мужика хлопнули через вентиляцию, по-моему. И там что-то насчет картины, насчет какого-то кода был базар. Красная картина в этой комнате, ее надо как-то посмотреть. И надо, получается, вернуться мне то помещение, где этот код ввести можно. Сейчас дотямкую, как это говно все пашет. Эту хуйню вообще не взять, надо платформу поднимать. Тупиковая комната. Так, здесь я был. Бесполезняк. Значит, в обратку. Там, блять, где-то в лаборатории этот код можно было вводить. Только как до него добраться? Здесь я, получается, по кругу прошел. Сюда мы попадаем и ближе к лифту. Лифт ведет. Подвальный этаж, первый и второй. А ну-ка давай вот так. Нет, погоди. Башка, там ничего нету. Да. Вот эту лестницу потом как-то, видимо, опускать надо. Так, это самый нижний. Давай на первый.
Может, здесь где товарищи лежат? Блять. Там, где два чувака лежат, может быть, к компу надо подойти. И оттуда посмотреть. Голову мне, короче, ебут с этими задачками. Так, а если бы я на втором этаже оказался, как раз я бы, наверное, в нужный момент пришел. Там, где два чувака лежит. Ну, сходим все равно, посмотрим. Ай, блядь. Нет, лифт. Лифт вот тут. Блин, еще корявое управление много занимает. Нет, времени. Вот тут лежат два гаврика. Скорее всего, если я не ошибся. Давай посмотрим вот этот комп. Потому что он что-то работает, но я как-то его особо не это. Заражение в камере. Включить монитор охраны. Вот, пожалуйста, ебаный в рот. Главное, я сначала вот эту бирку взял и просто на него хуй забил. Пищит мерзко. Вот эта картина. Причем, да как это, ничего особенного. И чё, как вниз? $11.26. Я этот код еще, причем увидел какой-то номер. Я причем этот код увидел уже очень давно. Мне как бы не надо было эту камеру юзать. Но это говно не работает иначе. Вентиляция камеры экспериментов завершена. Да, вот тебе и скрипт сработал. Включена система доступа по коду. А где этот сам код-то? Я вот не помню, где его вводить надо. Бегом наваливай ему. Блять, грызет. Пидорас. Пидорасина. Суки. Покоцали чутка. Подожди, нет. У молоко. А где зомби-то? Вот. Так, я думаю, лучше получится. Да? Нет, не все. Мимо. Ах ты, пидор. Ползет, блядь. Да, потек. Норм. Так. 10.22, 11.26 куда-то надо код этот втемяшить. Вот только где он? Куда его вводить? Причем я кручусь-то вроде на верном пятаке, вот на этом. Но... Слушай, да, возможно, какие-то комнаты сейчас заработают.
Я вспомнил. Вспомнил, куда ебашить надо. Снова особняк. Сторона со стороны комнаты охраны. Не знаю, где короткий путь. Побегу наугад. Да, вот, все верно. Прямо сюда мне и надо. Или это говно заработает. И я использую как раз ту карточку, которую я так долго таскаю. Вот. Наконец-то. Слава яйца. Вот в инвентаре почище. И здесь как раз я смогу этот код ебучий ввести. Только какая дверь из этих? Я не помню, в какую я сначала входил, а в какую, по-моему, вообще не успел войти. Нет, ручек, нормально. Мне проще. Подожди, давай-ка вот так здесь, это шкафчик. Ничего интересного. Давай, дверная система, бла-бла-бла. Введите цифру для 2 числа. Ну, допустим. Какой-то странный набор пароля. Еще бы он, блядь, был не открытый. Блять, ёбаное управление, сука. Так, ну я, получается, вот в этой комнатушке, в которой я смотрел через камеру. Ничего интересного. Тоже ничего. Он живет. Ну, слава богу. Вон там ебака какая-то сидит. Взять фото скелета. Обнаружено биологическое заражение. Лицекласс. Уровень 3. Аварийный выход будет закрыт. Всему персоналу немедленно эвакуироваться. Ебаной. Блять. Они типа скатов. Мне типа назад надо бежать. Или просто из особняка надо выбежать. Чё от меня хотят, я не знаю. Да, я думаю, из особняка надо выскочить. Скелет человека в крови. А куда этот портрет-то надо пришпандорить? Там где-то есть места. Где-то есть места, но куда конкретно? Так, может быть назад? А может быть и не назад. Надо думать, куда портрет пришпандорить. Явно не сюда.
Какой-то из галерей. Его надо повесить. Может быть, во втором особняке, там, где криво картины висели. Короче, сейчас надо будет конкретно осматриваться по стенкам, где тут чего можно приладить. Закрыто, не открыть. Возможно, она открывалась, когда у меня типа этот. Свармч, пойду лежа посмотрю. Окей. Когда ты спускаешься на лифте, ты попадаешь в комнату. Там печатная машинка. Хуета с сохранениями. И там висят картины. И, по-моему, вот одно из мест, где может картины не доставать. Это у нас, если я не ошибаюсь, вот здесь. Только на первом этаже. Куда-то отсюда. Здесь ты, получается, выходишь во внутренний двор со сломанными по бокам. Что это, балкон? Да, с двух сторон тут сломан. Кстати, еще. Свармч, хоть и много беготни, но игра хорошо тренирует память. Да. Все, пиздец. Больше этот хуйню-то не выключить. Да, тренирует память, и, блядь, как в этом, ну, не супер Метроид, но что-то близкое, но играбельность, туда-сюда, ты возвращаешься, вспоминаешь, где тут что было, причем в таких мелких деталях, типа, надо вспомнить то, что, ебать, где у тебя картина недостающая висела. То потом надо херачить через полкарты, вспомнить, где у тебя, допустим, огнемет лежал, потому что иначе тебе это не пройти. Давай, падай, падай, падай. Ай, мимо дохуя, грызанет. Пидоры. Так, нет. Переигрываем. Если зомби появились, значит верный дом. Скорее всего, обычно так. Тут бы, конечно, огненные стрелы вообще не повредили, но их уничтожено мало. Хуй знает, куда стреляю. Блять, ну точнее это, ёб твою мать, мочи его. Все равно грызанул. Уроды, а? Даман 72. Привет, лайк. Здорово, Даман. Да бегом ты, блядь. Нет, все равно он тебя грызет. Если в угол отходить. Прямо в угол.
Падай. Падай, гондон. В угол чинимся. 72. Я думаю, кто там мычит. Может, ферму какую стремишь? Ферму зомбарей. Ну все, вроде, они мычать-то закончили. Вот здесь у нас комната вот эта сохранений. Сейчас попробуем сюда картины куда-то повесить. Вроде тут у меня было место. Сларм. Привет, Рома. Да, вот я, кажется, на месте. Слушай, а там, да, вот по тематике, в принципе, картины подходят. Пользуем. Вот тебе и пожалуйста. Ой, агрегат, это что такое? Даман 72. Привет, Паша. Золотой ключ. Я как Буратино сейчас буду теперь бегать, еще искать это говно, куда приладить. Плита, на ней что-то написано. Посвящается завершению строительства. 8 декабря Альфред Эшвард. Это, короче, они сделали, видимо, макет особняка самого. Ну да, я, походу, там вот с червем бился. Она закрыта на простой замок. Но это говорит о том, что, типа, хочешь забраться, бери отмычку. Стой, вот это говно можно подвинуть? Там патроны. Кстати, от дробаша патроны там лежат. И хилка одна есть. Но никак не сдвинуть эту парашу. Удивительная хуйня. Так, надо снова в комнату охраны. Туда, вот в ту степь куда-то идти. Там, где дверь с золотым гербом. Как проститутку гоняют по локациям просто. Ну да, тут ни ключика, ни хуя. Ну точка красная. Если красная точка, значит, возможно, по этому квесту мне дадут красного жука. Так, надо вспоминать. Из какой именно двери я попаду обратно в нужную мне локацию. Нет, не отсюда. Нужен лифт. Второй этаж. Бля, или подвал. Первый этаж. Нет, наверное, второй нужен. Второй этаж, там где комп, по-моему, стоит. Можно выбраться сразу же в комнату охраны. Так, да, вот сюда, по-моему, так. Гораздо объема больше у локаций. Они раскинуты, блядь, в разные стороны просто. Так, вот вроде тут. Нет. Значит, назад, по ступенькам вниз надо. Блять, ну не сюда же, ну ёб твою мать. Заебали эти загрузки, вот честно. Перед дверью ошибся, блядь. Трать, вот сколько, 3-4 секунды она загружается, эта дверь ебаная. А, блядь. Да, давай, все, быстрей. По-моему, вот отсюда я смогу попасть в особняк. Только, опять же, с какой стороны в него попадать. Единственная, по-моему, золотая дверь, которая осталась с двумя гербами, она там в длинном коридоре. Где-то... Может быть, тут.
Если нет, тогда придется в обход идти. Да, придется идти в обход. Тут куда-то сюда, да? Я что-то задумался, куда ведет вон та калитка. Мелкая. Хотя поменьше уродов начинает вылезать. Начинаешь бегать туда-сюда по локации. Ну это явно на хорошую концовку не ведет. Тут, скорее всего, просто рейтинг дадут. И, скорее всего, он пососный, потому что много времени потрачено. Я хилю часто. Ну, ёпты, тоже рассчитывал-то на ранг А. Тут не пройдешь так с кондачка. Это надо игру учить. Так, и вот отсюда, по-моему, ты когда заходишь, попадаешь в коридор как раз с золотым гербом. Тут был серебряный, а золотой, по идее, дальше. Норм. Замок открыт. И ключ не нужен. Никто не нападает? Мужчина с рыжими близнецами. Какая гадость. На столе стоит сервиз. Внизу есть кнопка. Подожди. Давай сейчас, блядь, тут натыкаем кнопок. Причем под каждой картиной есть кнопка. Картина рыжего мужчины просто. Глиняная ваза. Нет, ничего мы не будем нажимать. Короче, картины читать пока смысла нету. Надо понять, в какой последовательности их нажимать. Кнопок дохуя. Ну, тут какая-нибудь или записка должна быть, или что-то в этом роде. Мужик этот с руками не работает. Погоди. Гербы вот эти можно взять? Ну, нет. Это декорации. Он серьезно поврежден. Сообщение новому главе семьи. Сэр, поздравляю вас с назначением новой главой семьи Эшфорд, и поэтому, исходя из традиции, семья Эшфорд, я дарю вам глиняную вазу. Стоять. Глиняная ваза. По-моему, это подсказка и есть. Как вы уже знаете, эта традиция была начата дворецким, подарившим золотая чайная кружка. Золотая чайная кружка. Она основательница семьи Эшфорд, и ее мудрость и красота стали легендой. Второму и третьему главам, Стэнли и его сыну Томасу, также дарили такие чашки. Стэнли и Томас. Чашки. Ну, скорее всего, золотые. Чтобы они постарались приумножить достижения, достигнутые Вероникой. Затем пост главы семьи перешел от сэра Томаса к его брату-близнецу.
Брат. Близнец. Сэр Артур. Возможно, имена это тоже важно. Не знаю. Туда-сюда не бегать, 1000 раз это не перечитывать, в пизду, что записать. Затем к сэру Эдварду, затем деду. Именно тогда семья Эшфорд переживала свою золотую эру. Благодаря стараниям сэра Эдварда была основана крупная химическая корпорация Umbrella Inc. Однако, когда сэр Эдвард умер и ваш отец, сэр Александр, занял его пост, слава семьи Эшфорд постепенно начала тускнеть. Я искренне надеюсь, что под вашим чутким руководством семье Эшфорд удастся вернуть свою былую славу и приумножить ее. Глиняная ваза, золотая кружка и золотая чашка. 2 штуки. По идее так. Белый канделябр. Памяти наследия Александра Эшфорда. Понятно. Так, ну, смотрим картины теперь. Теперь, мать его, надо каждую изучить, что на ней нарисовано. Вот тут мужик с чем? Чайным сервизом. А тут мужчина, ваза. Подожди. Картин дохуя что-то. Рыжие близнецы, на столе сервиз. Рыжий мужчина, глиняная ваза опять. 2 мужика с глиняной вазой. Но там, по-моему, так, картина. Канделябр. Вообще про канделябр ничего, по-моему, не было. Пелка. Чайный сервиз. Так, давай. Глиняная ваза. Вот только какая из них, я не знаю. Допустим. Что это? Это чайный сервиз, не то. Давай, вазу. Свармч, засыпаю. Всем пока. Давай, Отличного счастливо. стрима. Допустим, ваза. Блин. Что я записал? Золотое, что-то красное. Ну это когда ты решишь, типа, основной квест. Понял. Вообще не то. А где записку-то читать? Руководство вообще нет. Так, ладно. Где на вазу, допустим, я нажал, золотой чайный, золотая чайная кружка. А у этого что? Глиняная ваза. Тут канделябр. Там пёлка. Возможно, тут еще трудности перевода будут. С чайным сервизом. Нет, по-моему. Так, канделябр, сервиз, ваза. И здесь вот тут я вазу нажал, а тут чайный сервиз тоже. Так а я ебу, он золотой или нет? Вот чувак с поросятами, кружка белая.
Здесь тарелка вообще. Блин-то ваза. Какая там в жопу ваза? Там тарелка имелась в виду. Понял, какую-то порят. Ладно, давай мужика нажмем. Он единственный с кружкой. Золотая чайная кружка. И у этих двух тоже были чашки какие-то золотые. Вот. Стэнли, Томас, туда-сюда. Жмем на этих уродцев. И что-то еще. Какая-то из кнопок должна быть. Давай мужика долбанем. Нихуя. Стой, и надо типа подниматься же наверх, да, точно, там же большая картина, которая типа проверяет правильность. Да, это неверно. И что будет, если ты неправильно нажал? Загрузимся. Мужик с книгой. Ну, допустим, ваза. Потом идет вот этот чел. У него кружка. И потом два чувака. И потом типа жмакаем кнопку. Четвертый должен быть. Типа вот этот. По смыслу хоть как-то вот так подходит. Нет. Надо, короче, файл этот искать. Карта нет. Файл. Собранные мной материалы. Досье. Все досье. Допустим. Вот. Факс-комплекс. Описание ТР. Руководство. Записка код. Записка главе. Угу. Так, назначение семьи. Поэтому, исходя из традиции семьи Эшвард, дарю вам глиняную вазу. Как вы уже знаете, традиция была начата дворецким, подарившим Веронике золотую чашку. Так, глиняная ваза. Возможно, тёлка. Тут мужик, допустим. Вот. Вероника. Если Вероника, это за бабу считается. Она основательница семьи. Ее мудрость и красота стали легендой. Второму и третьему Стэнли его также дарили такие чашки, чтобы они постарались приумножить достижения, достигнутые Вероникой. С семьи перешел сэр Томаса к его брату-близнецу, сэру Артуру, и затем к сэру Эдварду, вашему деду. Переживала свою золотую эру. Благодаря стараниям сэра Эдварда была основана крупная химическая корпорация. Бла-бла-бла. И все. Да? Угу. Так, давай сначала. Я понял. Традиция была начата дворецким, подарившим Веронику. Короче,
Заново переписывать лучше. Первая это баба. Баба с кружкой. Второй и третий главам Стэнли и его сыну Томасу дарили такие чашки. Значит, мужик с чашкой. Два мужика, что ли, с чашкой. Ни имен, блядь, нету, нихуя. Думай, как хочешь. Второй, короче. Стэнли и Томас чашки дарили. Возможно, это сервис имеется в виду. Того не постарались приумножить достижения, достигнутые Вероникой. Затем перешел от сэра Томаса к его брату-близнецу, сэр Артур. Это с пацанами надо делать. Ну и все тут. Вся загадка. То ли две, то ли три кнопки надо нажимать. Не могу врубиться. Так, ну, баба первая, это точно. Красивая женщина с сервизом. Картина мужчины. Белый канделябр. Точно нет. Это, скорее всего, дворецкий имеется в виду. Так, рыжий мужчина. А кто он, блядь? Глиняная ваза раз. Сервис. С пацанами. Чашка, короче говоря. Погоди. Второй, третий это мужик. А там трудности перевода. Тут тоже ваза. Значит, ваза не катит. Мужика с кружкой. Сначала этого нажимаем. Нажимаем. И потом, получается, нажимаем вот этих вот. Единственные, кто с кружкой остались. Все, и теперь, по идее, нужно нажать на кнопку. Блять, а? Я так понимаю, меня с этой комнаты просто не выпустят. Нет, смотри, можно выйти. Ну надо же решить это поебень. Как-то это по-другому работает. Давайте, наверное, перекур. 10 минут, 5 минут точнее. Я подойду.
Давай еще раз читать. Так, сначала баба. Глиняная ваза. Та-та-та-та-та. Короче, сначала баба. Баба. Та-та-та-та. Мудрость, красота. Ага. Потом мужик. Мужик с тарелкой. Пробуем так. Потом близнецы. Угу. Близнецы. Затем потом может быть мужик. Еще один. Ну, давай мужика с книгами, короче, запихаем. Там потому что единственный старый мужик. Так, сначала баба. Баба. Потом, скорее всего, вот этот. Потом мужик с тарелкой. Потом близнецы. И потом мужик с книгой. Блять. Так, ну то, что баба, это точно. Какая-то две картины получается лишние. Баба. Потом мужик с тарелкой. Близнецы. Потом мужик с книгой. Нет, подожди, с чашкой, наверное. Или просто с книгой. Нет, скорее всего, все картины должны быть задействованы. Мужик с книгой последний, короче. А баба первая. Последовательность вот посередине неизвестна. Блять. Тёлка. Подожди. Попробуем. Вот сначала этого рыжего. Потом близнецы.
Потом вот этот рыжий. И потом мужик с книгой. Допустим. Ой, блядь, Тут ебать тогда комбинаций сколько. Так, телка первая. Потом давай вот этого. Потом вот этот. Потом мужик. Блядь, ну нахуй ты вышел-то, ебаный ты в рот. Падла. Да, давай вот так. Взбесила что-то меня эта загадка, блядь. Это она двинутая. Нет? Читаем еще раз. Глиняная ваза. Как вы узнаете, эта традиция была начата дворецким, подарившим Веронике золотую чайную кружку. Она основательница. Блять, тогда дворецкий тоже, в принципе, при делах, который с канделябром. Второму, третьему. Какие чашки? Значит, мужик постарше. Короче, баба, мужик постарше, мужик помоложе. Потом близнецы. И потом мужик. С этой, с книгой. Так, вот этот потом идет, получается. Либо тут реально трудности перевода. Про канделябр вот ничего не написано. Тогда одна типа картина не вяжется. Нихуя. Так, а что если мужик первый с канделябром? Мужик с канделябром. Баба. Потом у нас идет вот этот хер. Потом хер помоложе. Потом близнецы. И потом дед. Пробуем. Нихуя.
Так, попробуем так. Давай, женщина. Потом близнецы. Хотя в тексте другое написано. Потом чашка. Потом тарелка. Книга и теперь подсвечник. Да, загадка была неверно написана. В этом-то и жопа. Тут как раз у нас жучок. Красный. Все, я понял. Смотрим загадку еще раз. Новому главе семьи. Значит, я как нажимал? Сначала баба. Новой главы, исходя из традиции Эшфорта. Да, глиняную вазу. Традиция начала в Веронике. Ну, короче, это про бабу пишется. Основательница семьи Эшфорд, мудрость, красота стали легендой. Вот, второму и третьему, Стэнли и его сыну Томасу, также дарили такие чашки, чтобы они постарались приумножить достижения, достигнутые Вероникой. Значит, по идее, мужик сначала старый с чашкой, потом молодой, но судя по загадке. Затем полглавы перешел от сэра Томаса к его брату-близнецу, сэру Артуру. То есть тут про близнецов, получается, неверно написано. Близнецы тут по факту стоят вторым местом, но в загадке написано про третье место. Отсюда была ошибка. Ладно, похуй, решилась в рот ебать, с горем пополам. Топим, короче говоря. Еще есть много времени, хотя уже нет. Да, блять. Уже надо заканчивать эту богадельню на сегодня. Хотя, в принципе, мне тут не очень далеко бежать. Сейчас до сундука добегаю. И хорош на сегодня. Как раз взяв двух жуков, мы через люгеры пройдем и запихаем этих сапфирового и красного сапфирового жука на том самом волшебном месте. Да, блядь, не то. Да-да-да, сохранить, применить. Это переписываем. Что тогда? Завтра у нас стрим по Бэтмену вечерком. Спасибо всем за поддержку.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи!